Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную сборным масштабным моделям из моей коллекции. И в сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать содержимое набора для самостоятельной сборки от английской мастерской. Мы посмотрим на модель, изготовленную из белого металла. Это очень старое изделие, давно снятое с производства, и очень мало информации по этой мастерской в интернете. Данная мастерская выпускала свою продукцию в период с 1973 по 1989 год. Она была основана двумя братьями, Майком и Сью Ричардсонами. Отсюда, скорее всего, идет название данной компании. И у них было три направления. Первое – это европейские автомобили. Серия называлась Gran Turismo. Как раз сегодня мы рассмотрим одну из моделей из данной серии. Второе направление – это американские автомобили. Серия называлась Americana. И третье направление – это гоночные автомобили. Серия называлась Competition. Модели, естественно, изготовлены в масштабе 1 к 43, и, конечно, эти изделия не стоит сравнивать напрямую с нынешними промышленными масштабными копиями, изготовленными в Китае. Потому что раньше модели изготавливали немножко по другой технологии. Сначала делал скульптуру скульптор, затем с нее изготавливалась литьевая форма, и уже таким способом модель шла в тираж. Сейчас модели преимущественно рисуются на компьютере, делается 3D-модель, из нее уже изготавливается при помощи 3D принтера или, возможно, чего-то другого мастер-модель, затем изготавливается литьевая форма, и модель тоже идет в тираж. И у меня в коллекции есть как собранные модели от различных английских мастерских, так и модели в виде наборов для самостоятельной сборки. Например, не так давно я вам показывал американский внедорожник Chevrolet Blazer от английской мастерской HV Mod. Она очень похожа на эту мастерскую, и вы можете посмотреть, как выглядел тот Chevrolet. По большому счету он не сильно отличается в плане проработки от этой масштабной копии. Ну, давайте распакуем коробочку, посмотрим на содержимое данного набора поближе, и вы в комментариях можете написать, а какие сборные масштабные модели есть у вас. Конечно, для современного коллекционера первое, что приходит на ум, когда говоришь о сборных масштабных копиях, это бренд AVD Models. У них довольно большой ассортимент различной отечественной техники, и многие люди с удовольствием собирают эти масштабные копии. Кстати, многие наборы я тоже демонстрировал на своем канале. Кому интересно посмотреть содержимое этих наборов, то можете тоже найти старые видеоролики. И тут модель поставляется в довольно симпатичной красной картонной коробочке. Она компактная и мне чем-то напоминает упаковку от советских автомобилей. Я вам покажу коробочку от масштабной копии Rolls-Royce. Тоже вот так она выглядит. Она примерно такая же по размеру, как упаковка от английской мастерской. И здесь был ремейк Rolls-Royce в пластиковом виде. У меня тоже есть эта модель. Я, если хотите, сделаю на нее отдельный видеоролик. Ну, давайте распакуем коробку, посмотрим на содержимое. Я уже переложил детальки в отдельные пакетики. Изначально здесь детали были запакованы в бумажные мешочки. Но я проверял комплектность этого набора, и, к сожалению, здесь не хватает инструкции. Но в то время инструкции были очень примитивные. Кому интересно, можете посмотреть инструкцию от внедорожника Chevrolet, который я вам тоже демонстрировал на своем канале. И здесь примерно такая же инструкция, там все очень интуитивно понятно. Первое, что можно посмотреть, это корпус масштабной копии. В целом модель довольно хорошо копирует настоящий прототип, с учетом того, что она была изготовлена в 70-х годах. Конечно, здесь очень много облоя, нужно обрабатывать корпус перед грунтовочными, покрасочными работами. И, скорее всего, литьевая форма здесь была составная. Как раз видно разъединение литьевой формы, его тоже нужно убирать перед грунтовочными работами.
Дверные ручки здесь отлиты вместе с корпусом масштабной копии, как и стеклоочистители. Конечно, если бы я собирал эту модель, я бы убрал стеклоочистители, скорее всего, сточил бы дверные ручки, сделал эти элементы в виде отдельных деталей и также бы улучшил светотехнику. Здесь передние фары тоже отлиты вместе с корпусом масштабной модели. Но это довольно популярный метод на тот период времени. Если вспомнить даже такой бренд, как Burago, который уже появился значительно позже, то у многих моделей от Burago тоже была светотехника отлита вместе с корпусом. Вот так корпус выглядит изнутри. Нету каких-либо крепежных элементов, и я думаю, при сборке этой модели нужно использовать какой-то специальный клей. Если, например, ее склеивать суперклеем, то он, на мой взгляд, не будет крепко держать поверхности, и они могут отвалиться, попортив лакокрасочное покрытие. Поэтому, кто имел опыт по сборке таких масштабных копий, тоже можете написать в комментариях, как они собираются, при помощи какого клея. И, в принципе, покраска здесь, я думаю, точно такая же, как и у обычных изделий, ничем не отличается. Сначала вы обрабатываете поверхность, затем ее грунтуете, потом красите и лакируете. Следующий элемент – это интерьер, некое подобие панели приборов, нету декалей, здесь все окрашивается кистью. Но в нынешнее время можно окрасить элементы аэрографом. Также устанавливается рулевое колесо, сиденье. Ну, вот так выглядит эта деталь. Тоже довольно увесисто. Днище тоже очень простое. Можно приложить его к корпусу. Тоже, видите, нужна подгонка. Оно не совсем четко встает в свои посадочные места. Нужно немножко его подтачивать, подпиливать. Далее у нас идут покрышки и рулевое колесо. Это пластик, но он довольно мягкий. Чем-то даже напоминает резину. Покрышки не имеют боковой маркировки, также отсутствует протектор. Теоретически можно их заменить на какие-то другие покрышки от более современной масштабной модели. Но опять же, зачем изобретать что-то новое, когда можно просто аккуратно собрать это изделие. Далее идет остекление. Такая формочка. Оно немножко пожелтело от времени, но не критично. Тоже нужно аккуратно вырезать эту заготовку, и тогда остекление встает в кузов. Таким образом. И пакетик с мелкими деталями. Тоже мы их рассмотрим. Здесь есть еще одна дублирующая наклеечка с наименованием автомобиля Pegaso Z102B купе. Крепление для металлических осей. Скорее всего, это передняя часть. Какая-то имитация двигателя, коробки передач, если можно так сказать. Она вставляется вот так. И задний мост. Здесь, по большому счету, еще должен идти карданный вал. Но вот карданного вала в данном наборе я не вижу. Возможно, эта деталь потеряна. Металлические оси. 2 штуки. Сиденья. У них уже чуть лучше качество литья. Здесь особо не надо эти детали обрабатывать. Колесные диски. 4 штуки.
Кстати, колесные диски отлиты довольно аккуратно и ажурно. Очень тонкие спицы, нету пузырьков воздуха, и по большому счету нету смысла менять эти детали на аналоги из фототравления. Их нужно только аккуратно покрасить. И последняя деталь. Что это, я затрудняюсь ответить. Кто из вас имеет какие-то мысли, тоже можете написать в комментариях, что это может быть. И куда эта деталь вставляется. Вот такой довольно интересный набор для самостоятельной сборки. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.